Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. И только что я поиграл в метро, идет первый день Е3. И сначала у меня начался он с рейджа, сейчас продолжаем вот метрошечкой. А вот, блин, вот как ты это зашел-то, а? Легко. Да, Я вижу вот. хорошие игры, короче. Вот, И да. тут у нас Я Сашечка сразу. Вижу хорошие игры, на них иду, и что тебе советую? Там все места уже заняты. Да, Александр, здравствуй. я только что оттуда, я уже поиграл. А я пойду, да, стоять нехуй. давай, счастливо. Ну вот Саша только предстоит все это узнать, а я уже там был и знаю. Метро Исход — одна из лучших игр этого, года. Но в целом можно сказать, что, наверное, это в очередной раз она одна из лучших игр года и вообще один из лучших шутеров в истории. Этот мир умирает. Нужно с этим смириться. Здесь лишь мы. Ну, в общем, на самом деле, это Stalker 2, да, который вы все хотели, который недавно анонсировали, но забавно, вот как спустя годы ребята, которые изначально, да, были в команде Stalker, сначала сделали линейную игру, а потом все наращивали ее масштаб, наращивали и вот дошли до уже псевдо-open world. Ну, если кто не знает, третья часть метро называется лишь косвенно, потому что герои выбрались наконец-таки из метро. Артем вместе с организованной командой добровольцев на поезде «Аврора» покидает Москву и начинает бороздить просторы России, катаясь по самым-самым разным регионам, территориям, встречая совершенно различные поселения по-разному сошедших с ума людей. Ну, в общем, ждите такой советский постапокалипсис на совершенно новом витке. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. И вот в том эпизоде, в котором мы играли, было на самом деле очень интересно. Мы едем на поезде, приезжаем к каким-то топям болотным, заброшенным постройкам деревенским, и оказывается, что, в общем-то, территория заселена, на путях стоят баррикады, поезд в них врезается, кто-то по нему начинает стрелять, ну и, в общем, мы все высаживаемся и идем на разведку. That electric tower there looks like a perfect sniping position. Let's go. И ты попадаешь в такой реально псевдо-open world, потому что огромная территория, огромная карта. Они прям сильно, говорят, переписывали движок для этого, для того, чтобы он столько отображал вдали вокруг. Но при этом ты не можешь идти куда угодно, по крайней мере, в данном демо. Ты все равно через эту карту идешь приключенческим способом, так сказать. Садишься в лодочку, начинаешь плыть. Вокруг эти креветки, да, мутанты снуют. Кстати, очень атмосферно, очень страшно. Метро ничего не растеряло. Каждый патрон считаешь, вперед украдкой на лодке едешь, на этой несчастной. Вокруг монстры плавают, хочется обосраться прямо на месте. А впереди еще какое-то, в общем, поселение с непонятными культистами, которые называют себя Церковь Царя Водяного. И они считают, естественно, всех, кто использует электричество, дьяволопоклонниками и готовят тебе западню. Ты там к ним заплываешь, такой, они вроде говорят, мы мирные ребята, а дальше, в общем, тебя запирают и пытаются нагнуть. А там у них какая-то еще женщина с дочкой в башне сидит заперта. В общем, начинают какие-то квесты появляться по освобождению кого-то. Так не убоимся же еретиков, что к нам пожаловали! Хоть и стоит у наших ворот их конь железный, маслом машинам смердящий, оком электрическим сияющий. И вот этот вот приключенческий дух, который всегда был очень крутой в метро, у тебя вроде есть как бы свобода, да, какое-то перемещение, но это все равно очень срежиссированная, по-правильному срежиссированная игра, в которой ты постоянно вот впитываешь окружающий мир, впитываешь атмосферу. И здесь метро не только ничего не растеряло, а приумножило, потому что ты по этому поселению, которое там, да, на основе церкви построено, ты, во-первых, по нему лазаешь, устраняешь своих обидчиков, во-вторых, там какие-то мелкие подсюжеты начинают сразу ветвиться, потому что выясняется, что не все, в общем-то, хотели смерти главному герою, кто-то просит там помочь с местной какой-то тварью, ты прям стучишься в различные квартиры, так можно сказать, и ты то заходишь на кухню, тебе говорят, вали вообще отсюда, мы не хотели тебя убивать, это вот эти придурки, ты с ними и разбирайся, там старушка тебя выпирает. В другую квартиру заходишь, тебе говорят, ах ты дьявол, там, научи меня пользоваться твоими дьявольскими штучками, ну то есть приборами различными, и решаешь, что с ним делать, убивать, не убивать. В третьей квартире там пьяница какой-нибудь. И пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом.
и вскипели моря, и люди в тени обратились. Ну, то есть очень живо, очень атмосферно. В каждый закоулок с удовольствием заглядываешь, рассматриваешь, крадешься по этому миру. Ну, для меня лично очень приятное ощущение. Я обожаю атмосферные игры, где ты не как вот сумасшедший носишься, а все исследовать, да, каждый клочок карты. И здесь метро тебе, с одной стороны, дает такую возможность немножечко, в общем, по краям походить. С другой стороны, постоянно у тебя есть стрём по поводу того, что ты сдохнешь. Потому что, ну, реально, игра жесткая, каждый патрон на счету. Там вот во всем этом болоте черти водятся, да, все возможные креветки и какие-то самы-переростки, возвращаясь, в общем-то, к знаменитой истории про сама в Чернобыле, которые, видимо, авторы оригинального Стонкера все-таки решили реализовать. Кстати, ну вот реально очень круто срежиссировано. Ты опять же плывешь на лодочке, да, и на тебя вот неожиданно начинает всякая нечисть нападать, и потом огромный сом, в общем-то, сжирает твою лодку. Очень неприятное и одновременно крутое ощущение. И, кстати, нелинейность есть. Историю всю с сектантами, ее можно разрулить по-тихому, прокравшись там, срезав ловушки с гремящими банками и очень тихо повырубав всех, можно спокойно покинуть их, в общем-то, владение. И это повлияет на отношения с группировкой в будущем. Как, чего, почему, не очень понятно, но тебе по рации Анна говорит, что, блин, мы и так с ними не в ладах, а теперь вот совсем плохо станет. Как это, в общем-то, повлияет на дальнейшую игру, не очень ясно, но видно, что они это обозначивают. Это как-то повлияет. Come in. Anna went off the grid. Any ideas? Anybody know anything? Возвращаешься ты там к своему поезду новым путем, да, ты через новый кусок карты проходишь. И на твоем пути постоянно попадается там разбитый самолет, какой-то вдали затопленный корабль. И ты постоянно советуешься с собственной сыкливостью, так сказать, потому что реально очень страшно. Везде какие-то непонятные твари, краб какой-то переросток там сидит, ты даже не знаешь, хватит у тебя патронов на него или нет. Кстати, то, что мне понравилось, они очень серьезно поработали именно над ощущением оружия и на то, как ты попадаешь во врагов. Потому что эта вот часть в метро мне никогда не нравилась. Монстры плохо реагировали на попадание. Во второй, в Масслайте хорошо уже сделали более-менее, но все равно метро в этом плане всегда отставало. Здесь очень приятно, в общем-то, стрелять в монстров, убивать, а главное, что на них нужно не так много патронов, ну, по крайней мере, вот в этой локации. Я не знаю, как это объяснить, но у тебя реально ощущение опасного, но монстра, которого ты можешь убить, которому не нужно, блин, слишком до хрена пули на него потратить. И от этого ощущения реализма, ну, как-то пипец как увеличивается. И это не единственное изменение, кстати. Теперь тебе выдают новый рюкзак, прям когда ты из поезда выходишь, который позволяет тебе прям в процессе модифицировать оружие. Там несколько поинтов, хардпоинтов, которые ты можешь менять. Ты постоянно в мире собираешь запчасти, в общем, сделали крафтинг. Тут совсем мы мало поиграли, не получилось полностью эту тему исследовать, но даже суть в том, что ты, если там убил врагов, да, ты вражеское оружие можешь подобрать, заменить свое, а можешь его разобрать на части, которые будешь там использовать при апгрейде или еще что-то. Очень атмосферный крутой момент заключается в том, что та команда бойцов, с которой ты путешествуешь, у них всех, конечно же, они прописанные персонажи, у них есть командир. Прям вот с первых секунд, с первых сцен чувствуется, что они один организм, одна команда, что это они уже как семья. И, видимо, вот по ходу игры мы с ними будем кататься, и там прям связь будет очень хорошо ощущаться. То есть это прям атмосферный, офигенный момент. И вот спасли вроде девку с маленьким ребенком, и вот они их принимают, видимо, в экипаж уже, они дальше с нами поедут. То есть, на мой взгляд, в сюжете вот потенциально очень много интересных моментов может быть. И вот атмосфера собственной базы, которая постоянно развивается, и то, что экипаж постоянно пополняется. И с ними ходить вместе на вылазки, и, в общем, они тебя выручают в трудную минуту. Мне кажется, можно очень-очень много из этой концепции вытянуть, а уж не говоря о том, что ты путешествуешь, да, постоянно новые поселения, новые города, а, соответственно, можно реализовать вообще самую дикую, буйную фантазию, в общем, самый разный креатив, там, большевиков-людоедов и всего такого безумного, что будет и трешово, и с правильным вкусом одновременно. She was going to check out those antennas on 200 meters from the Aurora. Her own? What the hell? And what did you all do? Artyom, get there on the
out. Ну, в общем, посмотрим. Пока играть безумно интересно. Ты вот выполнил одну задачу на этой огромной карте, тебе тут же говорят, дают следующую, ты в другую часть этой карты прешься уже по совершенно каким-то другим местам, сам решаешь, где тебе там на лодочке высадиться или не высаживаться, или по воде в порт пытаться приплыть, или пешком туда дойти. То есть по карте ты ходишь так вот сюжетно обоснованно, но все равно местами вот это все прям ширится, и чувство страха постоянное, потому что идешь, а там неожиданно где-то вот между деревьев затерялся монстр, которого не видно. И он тебя замечает, зовет своих сородичей, и ты в панике от них бежишь, пытаешься в дом забежать, а там уже по скрипту на тебя нападает какой-то гуль, сумасшедший, и вы с ним, в общем, на квиктаймах деретесь. Короче, у ребят все прекрасно. И с чувством вкуса, и с технологиями. Немножко по-прежнему неряшливо, ну, знаете, да, как в метро обычно, вот эти залипающие кнопки действия, вот, ну, какие-то вот такие мелочи, которые я не понимаю, почему они продолжают тянуться столько лет, но они есть. Но в целом игра такая, что не любить ее просто невозможно. Она охренительная. Графон просто потрясающий. Они, на самом деле, модельки вообще не трогали. Примерно все на уровне старых частей осталось. Ну, может, чуть-чуть подкрутили. А основное, во что они вкладывались, это именно в пейзаж, в то, как это выглядит, вот в эти пространства гигантские. И оно удалось. То есть пейзажи постапокалиптические, советские, у них получились реально круче всего вот за всю историю делания этих постапокалиптических пейзажей. Просто открыв рот, все смотришь, плывешь на лодочке, смотришь на эти церквушки, на эти затопленные дома деревенские, и вот ты там. Фантастическая работа. Встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час! На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если понравилось. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас, донатит. Мы благодаря вам делаем все эти ролики. Остальным советую присоединяться. Ну, реально хорошее дело вместе делаем. Я вам рассказываю новые интересные подробности, дарю позитив. Вы дарите мне позитив в ответ. Ну, а не дарите, ну и ладно. Всего вам все равно хорошего. Увидимся в ближайшее время, через несколько секунд, если нажмете на другой ролик. Мне хочется верить, что где-то там есть мир, Артем. Мне хочется мечтать.